Всем привет! Поводом для сегодняшней встречи послужил аукцион ArtCurial в Монако, запланированный на 19 июля текущего года. Именно здесь будет выставлен на продажу любопытный образец Ferrari из семейства среднемоторных моделей. А если поточнее, то речь пойдет о модели 512 BBI. Энцо Феррари долго не желал запускать в производство автомобиль с центральным расположением двигателя. Причиной этого послужило его убеждение, что такая конструкция окажется слишком сложной в управлении для неопытных водителей. Лишь убедившись в безопасности и эффективности этой компоновки на примере шестицилиндровых спорткаров семейства Dino, он согласился на разработку 12-цилиндровой машины аналогичной конструкции. Но если Dino оснащались своеобразными моторами, расположенными поперечно, то для новой модели более высокого класса нашли другое, не совсем стандартное для Ferrari решение – оппозитный 12-цилиндровый силовой агрегат продольного расположения. Аналогичная конструкция уже применялась ранее в болидах Формулы-1. Двигатель такого типа был известен как боксер. По этой причине первая модель с подобным двигателем Ferrari 365 GT4 и сменившая ее 512 получили приставку Berlinetta Boxer. Оппозитный 12-цилиндровый двигатель у Ferrari 365 GT4 был того же объема, что V-образный 12-цилиндровый у предыдущей модели 365 GTB4 Daytona – 4390 кубических сантиметров. Поэтому трехзначные индексы 365, которые отображали объем одного цилиндра, совпадали у обеих моделей. По сути, это был один и тот же мотор, только угол развала цилиндров увеличили с 60 до 180 градусов, чтобы он стал плоским. При этом диаметр цилиндра, ход поршня и расстояние между цилиндрами не изменилось, как и конструкция головок с двумя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. Различие между ними заключалось в том, что у новой конструкции был ременной привод вместо цепного и отличалось количество карбюраторов – 4 трехкамерных против 6 двухкамерных. Тем не менее, мощность у Ferrari 365 GT4 BB составляла 380 лошадиных сил, на 28 лошадиных сил больше, чем у Daytona. А плоский мотор обеспечивал машине низкий центр тяжести и позволял разместить пятиступенчатую механическую коробку передач под ним в одном блоке с ведущим задним мостом. Ferrari Berlinetta Boxer заложила основу фирменного стиля на 2 десятилетия вперед. Спроектированная дизайнером Леонардо Фиораванти из ателье Пининфарино, она была далека от классических пропорций кузова Berlinetta фастбэк-купе, хотя растянутые до самого хвоста задние стойки крыши придавали ей некоторое сходство с предшественниками. Клиновидный силуэт был сглажен линиями крыльев и четко разделен на верхнюю и нижнюю половины с помощью неглубокого желоба по всему периметру кузова. Как правило, нижняя часть покрывалась черной краской. Благодаря относительно высокой крыше и обычным дверям, Berlinetta Boxer была гораздо удобнее и практичнее, чем ее соперница Countach. Кузов Ferrari 365 GT4 BB собирался на фабрике Скальетти из стальных, алюминиевых и даже стеклопластиковых панелей. Он устанавливался на шасси с колесной базой 2500 мм, состоявшей из пространственного полумонокока вокруг кабин и отдельных трубчатых подрамников спереди и сзади. Подвеска была полностью независимой на двойных поперечных рычагах, пружинах и телескопических амортизаторах со стабилизатором и поперечной устойчивости. Однако багажника у нее фактически не было, так как все пространство в переднем отсеке занимало запасное колесо. Созданный, чтобы конкурировать с Miura и недавно разработанным Countach, модель 365 GT4 Berlinetta Boxer поступила в продажу в 1973 году, через 2 года после дебюта ее прототипа на Туринском автосалоне в 1971. Это время было потрачено на испытания и доработку конструкции, но врожденные недостатки исправить, к сожалению, так и не удалось.
Самой большой проблемой было то, что 60% веса приходилось на заднюю ось и только 40% на переднюю. Как следствие, автомобиль был склонен к избыточной поворачиваемости и потере сцепления с дорогой передних колес. Неправильная развесовка отражалась и на максимальной скорости. Вместо заявленных 302 км в час она составляла не более 277. Продажам не способствовали и такие факторы, как забастовки на заводах и наступивший в 1973 году нефтяной кризис. К тому же Энцо Феррари не захотел переводить модель в соответствие американским нормам безопасности и охраны окружающей среды. А значит, в США ее можно было купить только на черном рынке. С 1973 по 1976 годы было выпущено всего 387 единиц 365 GT4 BB, в том числе 88 экземпляров с правым рулем. В 1976 году на смену 365 GT4 BB пришла Ferrari 512 BB, представленная на парижском автосалоне. Ее индекс больше не отображал объем одного цилиндра, но расшифровывался по тому же принципу, что и у младших моделей. Цифра 5 обозначала объем двигателя в литрах, 12 – количество цилиндров. При этом сохранялась аббревиатура BB. Мотор по-прежнему имел оппозитную конфигурацию и располагался продольно перед ведущей задней осью. Его мощность составляла 360 лошадиных сил. Дизайн кузова и конструкция шасси в целом не изменились, за исключением расширенной на 43 мм задней колеи. Внешне 512 отличалась встроенным передним спойлером, воздухосборниками перед задними колесами для охлаждения выхлопной системы и двойными задними фонарями вместо тройных. Как и раньше, кузов строился на бывшем заводе Скальетти по проекту Пининфарина. 512 вслед за своей предшественницей также никогда официально не продавалась в США по причинам несоответствия требованиям местного законодательства. В Европе ее продажи, как и у предшественницы, также были невысокими. С 1976 по 1981 годы было выпущено 929 единиц. В 1981 году появилась следующая модификация – Ferrari 512 BBI, чей оппозитный 12-цилиндровый двигатель был оснащен впрыском топлива Bosch K-Jetronic и электронным зажиганием Digiplex. Новый двигатель выделял гораздо меньше вредных выбросов, в связи с чем мощность снизилась до 340 лошадиных сил. До 1984 года было построено еще 1007 автомобилей, после чего в продажу поступила Ferrari Testarossa. Но это уже другая история, требующая отдельного времени для ее повествования. Ну вот мы и подошли с вами к виновнику нашего рассказа, которому предстоит в ближайшее время сменить владельца. Вариант, выставляемый на торги в Монако, это самая поздняя версия 512 BBI. Изначально он был продан 26 марта 1983 года парижанину через известного дилера Поцци. 10 лет спустя, 20 июля 1993 года, он был приобретен певцом и композитором Кристофом, владевшим им до 2004 года. Кристоф, чье настоящее имя Даниэль Бевилаква, итальянец по происхождению, всегда был без ума от транспортных средств. Легенда гласит, что еще в молодости его бабушка подарила ему в качестве оберега талисман святого Кристофа, волнуясь за него по причине того, что он всегда слишком быстро ехал на своем двухколесном транспортном средстве «Мобилет». Впоследствии он выбрал имя этого святого для своей артистической карьеры. Он участвовал в гонках в Маньи-Кур и Монтлери и даже успел попробовать себя в ралли. Благодаря ранним успехам в карьере музыканта он в возрасте 22 лет успел стать владельцем таких автомобилей, как Ferrari 275 GTB, Cooper S и Mustang. А еще ему нравилось рассказывать историю о том, что одна из его 4 Миура, которыми он владел, была разбита знаменитым французским гонщиком Жан-Пьером Бельтуазом. В его карьере есть еще интересный факт, связующий его имя и мир автомобилей. В
1996 году он написал гимн Энцо Феррари, композицию под названием «Энцо». Симбиоз голоса, музыки, шумов и звуков двигателя. Не имея образования в теории музыки, он был чрезвычайно одарен необычайным музыкальным слухом и всю жизнь исследовал различные звуки – органические, аналоговые и синтетические, смешивая их в студии звукозаписи. Ему всегда особо нравился звук двигателя из Маранелло, однако его последним транспортным средством был Renault Twizy, так как в 2000 году он лишился водительских прав. Что же касается Ferrari 512 BBI, то автомобиль в 2014 году прошел качественную реставрацию, когда пробег составлял 46,5 тысяч километров. Кузов был разобран и перекрашен в оригинальные цвета Rosso Chiaro и Satin Black. Его предполагаемая стоимость должна составить 185-225 тысяч евро, что составляет примерно 220-267 тысяч долларов. На этом давайте попрощаемся, увидимся с вами снова на просторах интернета. Желаю всем здоровья, ну а пока.